Мы в маяке и ищем вот такой вот контейнер. Хотим убрать в него елочные игрушки. Как раз он с крышкой идет. Только единственное, нам колесики-то особо и не нужны. Почти 500 рублей, да, он стоит? А на литров сколько он идет? 80. Нет. 46. 46 литров. А не крышка. Будем искать сейчас. А крышки для них на кассе мы узнали. Это, наверное, чтобы не таскали. Вот энергетик мы, кстати, для стирки гель берем. 337, здесь 1,5 литра. Но я хочу еще в магните посмотреть, сколько в магните он стоит. Надо там глянуть. А еще есть вот такой, он побольше, да, на 2,75. Этот уже идет 657. И кондиционер тоже вот есть. Сколько здесь тоже? 2,75, он уже 326. А это просто с другим ароматом, да? Для детского белья. Ну, мы тоже иногда берем для детского белья. Полотенце вот нам нужно еще бумажное. Мне эти не нравятся. Давай возьмем, как у нас было, такое оно пообъемнее. Не целлюлозное, а вот именно бумажное полотенце. 217,90. Здесь сколько? 12 рулонов. Это туалетная бумага вообще. А, вот такой мы брали, да? Да, 108,90. Корзиночку нашли себе для покупок. Ковшечки есть вот такие интересненькие, складные. Литровые за 140 рублей. Ну, классненькие, мне кажется. Так, ну что, мы уже дома. У нас уже побывали электрики. Второй день они у нас сегодня работали. Все закончили, завершили все свои работы. Вот здесь у нас сделали вывод розеток под стиралку и под сушилку. Вот в этом дверном, говорю, проеме, в этом проеме углубления у нас планируется стоять стиральная машинка с сушилкой, правильно? Здесь нам поставили две розетки, соответственно, под сушилку и под стиралку. Вот это мы будем замазывать. Раньше у нас здесь была, она нам здесь не нужна. Дальше чего там, Жень? Под бойлер. Под бойлер. Бойлер у нас будет висеть, вот нагреватель, вот мы накопительный, который покупали, мы промерили здесь все, решили его повесить здесь и вывели нам здесь под него тоже розеточку. Что еще у нас здесь в ванной вывели? Ну, подсветильники два. Здесь у нас планируется, да, два светильника подвесных с потолка. Как бы они будут висеть, создавать дополнительное освещение над умывальником. Да, здесь у нас будет по вот этой стене тумба с раковиной стоять. Здесь два светильника. И планируется ну, и вот здесь... будет точный. Да, а здесь планируем одной линии 3, наверное, точечных светильника. Дальше, про вот эту стену, что у нас? Полотенцесушитель здесь. Планируется вот на этой стене у нас полотенцесушитель электрический. От водяного мы решили отказаться. Где-то примерно здесь он будет висеть, но не суть важно, да, не суть важно по... Что хотела сказать, запуталась. Ну, короче говоря, розетка под полотенцесушитель у нас будет здесь. А это от застройщика, это у нас что же? Забыла, как называется. А, это заземление, да? Да. Дальше, коридор. Здесь я вообще ничего не понимаю, Жень, что здесь скажи. вся проводка подходит в это? А, это все то, что они проводили, да? Все провода они вывели сюда и дополнили нам автоматами. Да. Да, автоматы они поставили нам на что? Дополнительные. Бойлер, сушилка. И на стиралку, наверное, да? А это они запитали. Но полотенцесушитель нам не нужен. Нет. Так, Розетка. плюсом вот здесь еще у нас дополнительная розетка. Здесь мы решили вывести под, как он называется, под роутер. Роутер решили повесить над дверью и, соответственно, розеточку здесь, чтобы никаких проводов лишних. Мы кабель интернетский выведем, так, хоп. Угу. Его, кстати, можем отсюда вывести. Ну можно и сюда, но подумаем, как лучше сделать. Ну, да. Короче говоря, здесь у нас планируется роутер. Далее, Жень, ну-ка рассказывай. Ну вот еще у нас здесь будет светильник. Здесь у нас в этой нише что планируется? Ну, типа гардеробная система у нас здесь планируется. Двери у нас уже сюда заказаны еще в ноябре месяце в конце. Скоро, да, скоро уже должны подъехать. Так что здесь у нас будут двери. А здесь типа гардеробной системы мы сделаем, наверное, да, металлические какие-то полки. Две точечных тоже вот. И решили, да, сюда вывести свет, чтобы все-таки было это не в полной темноте. Ну и здесь будет люстра. Ну да, здесь как
И есть, в принципе, по центру у нас будет А вот висеть... эта пожарная сигнализация люстра. подключена к системе пожарной охраны, поэтому ее демонтировать нам никто не разрешит. Ну да, ну ладно, пусть остается. Про выключатели. У нас здесь были же одноклавишные выключатели, теперь двухклавишные, потому что у нас свет включается люстра, а второй клавишей будет включаться два светильника. Ну, соответственно, один, да, на дополнительное освещение, а один на основное. Ну и также здесь. У нас был одноклавишный, который только чисто вот коридор, а сделали двухклавишный, который будет еще включаться. Ну, тоже, да, все логично как бы получается. Ну и все, вот все, что они нам сделали за 2 дня. Ну, они не целые 2 дня работали, не полные 2 дня. Приезжали вечером в 5 где-то и уезжали. Ну, 2-3 часа, по 2-3 часа в день у них получилось. В общей сложности, да, часов 6 у нас получилось. За работу мы им отдали, Жень, ты с ними расплачивался сейчас. 27 тысяч. Это у нас без учета материалов. Плюс материалы, я в прошлом ролике говорила, у нас вышли около 10 тысяч. Ну, 9. поменьше, 9300. 9200. А, 9200, и сегодня они еще докупали что-то. А, еще на 1000. Ну это 27 вместе с сегодняшней да, докупкой вышло. А за работу чисто это значит, ну, 26 получилось. Ну, плюс розетки мы еще покупали. Ну, да. Плюс розетки мы еще покупали. Это еще на сколько у нас вышли они? 1003. Ну, 1000 на 3 еще розетки. Короче говоря, материал где-то 1012-13, нет, Да. 1013. И сама работа получается 26 тысяч. Единственный момент, вот здесь вот по проводам непонятно, в штробах, да, которые идут. Здесь бы, конечно, их заклипсовать, зафиксировать, потому что, да, штукатурить будет не очень удобно. Почему-то мы не обговорили этот вопрос. Вот. Ну, ничего страшного, мы сами, да, купим клипсы, заклипсуем это все дело. А так, ребята очень нам понравились, как работают, очень все замечательно прошло, мы довольны. А на кухне у нас здесь тоже небольшой трэш, ну, в принципе, ничего такого-то и нету. Сейчас быстренько здесь прибраться, потому что пока мы по магазинам ездили, и что-то так мы заездились, что как только приехали домой, уже и мастера подоспели. То есть не успели здесь даже ничего прибрать. Вот, а сидели в комнате, пока они здесь колдовали у нас с электрикой. И там будет небольшая еще распаковочка продуктов, я вам покажу, что мы купили. Евгений Евгеньевич вон уши себе нацепил, как чебурашка. На чебурашку, похоже, будет прибираться здесь. Все пока пыльное, грязное. Пропылесосит, наверное, коробку вынесет. А я пока пойду здесь порядки наводить. Нет. Ну, оставь на всякий случай. Оставь пока. А вообще, надо перекусить. Я вчера приготовила винегретик. Здесь его много так получилось. С капусточкой квашеной, которая у нас оставалась. Такой он получился вкусный. Так, поставлю поближе к тарелку, а то еще я себя знаю. Сейчас все будет на салфетке, а потом не отстираю.
Порядочек навели. Везде все чистенько. Все пропылесосили, полы помыли. Все замечательно. Я уже успела попить чай с круассанчиками. Сегодня мы купили. И давайте я вам покажу. Здесь у нас немножко. Так, ну вода у нас никогда не заканчивается. Ни в холодильнике, ни дома, ни в машине у Жени. Водохлеб. Это он взял себе содовую в каком магазине? В Глобусе, а эту, по-моему, в Маяке, наверное. Дальше. Что мы взяли? В Глобусе есть такая штука, что молочка, молочные продукты, у которых срок годности подходит к концу, вот смотрите, до 1 февраля, да, они на эти продукты делают очень хорошие скидки. Вот, например, Пармалат, вот такой био-йогурт безлактозный, стоил 100 рублей, по новой цене он 44. Очень приятные цены, решили попробовать. Ну, мы там часто берем всякую молочку по этим ценам, почему нет? Все выпивается и съедается очень быстро. Вот, взяли вот такой безлактозный Пармалат с манго, будем пробовать. Я, если честно, ранее никогда не покупала. И йогурты тоже Пармалат. Значит, здесь тоже они безлактозные. Этот у нас клюква, клубника, я так понимаю. Здесь персик. 2 с персиком и 2 обычных. Дальше. В Маяке сластёна Евгений Евгеньевич взял какие-то пирожные. Я даже не знаю, что это. И есть я их не буду. Я такое не люблю. Это медовик у нас с кокосовой стружкой. Сколько это стоило, я вам тоже не скажу, потому что я просто-напросто не знаю. Из воды. Это все мы сегодня воду набрали. Вот такой вот рич с грейпфрутом. Он очень-очень вкусный. Нам нравится. Вот это мы еще фикс заходили, гранатовый. Все, видите, уже наполовину опустошенное. Это все уже выпито. Дальше. Также по акции, точнее не по акции, а вот со скидкой, то, что срок годности подходит к концу. Видите, по 70 рублей. Был 125. Кефир. Здесь у нас сколько? 3,2%. Если честно, киржачский даже мы ни разу не брали до этого. Экомил кефир. Был 90, стал 50. Так, йогурт Эконива, натуральный, безо всего. Он у нас стоил 69, стал 35. Частенько в Глобусе берем вот такое тесто для блинов. Делают они в своей кулинарии, на своем производстве. Нам нравится. Здесь объемчик небольшой получается. Сколько здесь массы? 500 грамм. 99 рублей. Нам как раз хватает на поесть на, допустим, ужин, завтрак. Больше нам, в принципе, и не надо. И не очень дорого, я считаю. Масло Брест-Литовское. В основном его ем с бутербродами. Только я, Женя, не очень. Ой, я что-то даже не обратила внимания, что мы взяли 72,5%. Вот такое я не беру. Мы берем обычно 82,5 Брест-Литовское. Ну ладно, теперь придется это использовать. Дальше. Сметану. Что-то я даже расстроилась. Ну ладно. Сметану тоже люблю очень Ростагроэкспортовскую, 20% именно. Мне очень нравится она на вкус. Берем всегда такую. Виола увидели сливочный сыр плавленый, камамбер. Ни разу такого до этого не пробовали. Видите, это новинка. Будем смотреть, что это за сыр волшебный такой. И взяли вот такой вилкомовский бекончик сырокопченый. Тонюсенькие такие кусочки, прям вот вкусненько с яишенкой поджарить их. Я такие люблю. По-моему, он по акции в Глобусе был 169 рублей. У нас есть магазин Монетка, в котором я увидела малину. Вот такую быстро замороженную. Здесь у нас сколько? 250, по-моему. Нет, 200, по-моему, грамм я смотрела. Да, 200 грамм в лоточке. Малина, прям я посмотрела, крупненькая, хорошая. И стоит она 170 рублей. Просто в лоточках такая не замороженная продается в Глобусе, например. 125 грамм, она стоит почти 600 рублей. А здесь, ну ладно, пусть она замороженная. Не знаю, вот видно вам через пластик этот. Пусть она замороженная, но она прям крупная, хорошая. И всего 170 за 200 грамм. Я считаю, даже в выпечку или в какие-нибудь молочные коктейли
она прям замечательно подойдет. Я вот эту молочку сейчас по-быстренькому в холодильник уберу, чтобы она не стояла. Здесь у нас очень жарко на кухне. Решила уже полностью стол освободить. Дальше, это мы были в Маяке. Женя себе дезодорант купил. Полотенце мы вам показывали. Вот этот вот короб мы вам тоже... Сейчас я вот эту приберу. Так, коробку вот эту пластиковую мы вам тоже показали уже прямо из Маяка. Единственное, мне в нем что не нравится, так это крышка. Она прям вот не крепится, совсем не держится. То есть, ну, толку от нее мало. Но для игрушек новогодних она подойдет. Пластик здесь, конечно, ну, такое себе. Тонковат. Тонковат, но опять же, я говорю, для наших целей, для игрушек он точно подойдет, не буду придираться. Заезжали еще в светофор, посмотреть, вообще 100 лет там не были, посмотреть, что там есть, да ничего там нету. Единственное, увидела набор мисок с крышками. Здесь идет в наборе 4 миски, 1,3, 2,3, 3,7 и 5,6 литра. Мне они понравились по расцветке. Сейчас я их распакую, посмотрю вообще, как крышки на них держатся. Такой наборчик нам вышел 290 с чем-то рублей. Вот такая здесь матрешка. Но пластик тоненький, тонковатый. Но в принципе для таких целей, как смешать какой-нибудь салатик, эти миски подходят для пищевых продуктов. Даже можно что-то заморозить и подходят для посудомойки. Сделано в Сибири, написано. Да нет, нормальные. Именно для чего-то, для таких целей, как перемешать что-то, водички там налить, ну я не знаю. Ну а в принципе, что еще делать в мисках, да? Крышки держатся довольно-таки, так скрипят, слушайте. Но она плотно надевается, крышка. Вот, и что еще хотела сказать. Когда открывала вот эту миску, в которой все они лежали, запах, конечно, очень химозный был. Но я думаю, что он выветрится, их промыть. Написано, что для пищевых. Но вот сейчас они уже открыты, уже не так пахнут. Я думаю, их помою с моющим, и должно все это дело выветриться. Ну, в принципе, за 300 рублей. А что я, собственно, хотела за 300 рублей? Подойдут для хозяйственных каких-то целей. Подойдут. А это мы были у моей мамы в гостях. И мама мне отдала 2 противня, они абсолютно новенькие, лежат у нее уже, я не знаю, сколько лет, она ими не пользуется. Витес, вот эта фирма, еще Dixie, помните, по фишкам, да, собрать столько-то фишек, и там можно было приобрести подешевле противни, там всякие бокалы продавались, всякая бытовая техника какая-то. Вот это в то время еще мама вот это все набрала. Там у нас был и чайник, и какие-то кастрюли. А вот это в таких залежах оказалось, что даже не пользовались этим. Стойкое керамическое покрытие, позволяющее готовить при температуре до 450 градусов. Замечательно. Простое в уходе, безопасное для здоровья человека, стойкое к царапинам. Ну и все в таком духе. Ручки здесь силиконизированные, тоже очень удобно. Буду ими с удовольствием пользоваться, что-нибудь запекать, выпекать. Но пригодятся в любом случае. Ну и раз пошла такая пляска, раз уж я вам все показываю, прикрыла мусорное ведро, чтобы она вас не смущала. Приобрела на Валбересе вот такую выдвижную корзинку. Очень удобно, можно использовать как и на прямой дверце, а еще, что самое удобное, ее можно прикрепить к боковой стеночке, потому что неудобно же туда будет подлазить, да, что-то взять, ее выдвинуть. У меня есть еще вторая такая же. Я просто пока не придумала, куда вторую прикрепить. Одна мне нужна была здесь. Ее можно выдвинуть вот таким образом, да, выдвинули ее, взяли все, что вам нужно, и задвинули. Вот это у меня, как вы видите, используется под губки. Здесь мешки для мусора. Ну и в будущем, может быть, еще что-то сюда положу. А еще я все вам никак не покажу
блендер вот этот в распаковке. Видите, он еще в заводской, я его еще сама не открывала. Покупали в Окее, я вам показывала в прошлом ролике. Ну, думаю, если получится, в этом ролике удастся, то я все-таки распакую его, все достану и вам покажу. Ну, здесь, в принципе, ничего такого-то и нету. Обычный погружной блендер, но мне и самой интересно. А знаете, что я вам еще не показывала? Какую прелесть, прелестную просто. Я не смогла его не купить. Он такой хорошенький. Можно использовать под ягодки, под оливки, под маслинки. Стоили они не очень дорого. Еще были в бледно-желтой и бледно-голубой расцветочке. Вот они остались. А ведь Пасха тоже не за горами. Будет украшением и на Пасху. Женя попросил чай ему навести. Будет чай сейчас пить. Вот что я вам забыла показать. В Маяке взяла все-таки вот такой ковшик. Он у нас идет комбинированный пластик с силиконом на литр. Да, на литр. Но смотрите, очень симпатичный вполне, с носиком. Я думаю, будет удобный и по-любому для чего-нибудь пригодится. 140 рублей. Не такие большие деньги, чтобы не купить его. Тем более такое предполагается компактное хранение. Женя как раз пришел уже, чай подостыл немного и пробует пироженки, это надо убрать. Это медовик, оказывается, я прочитала. Да, это медовик. Медовик с кокосом. Пироженки. Вкусные? Ну как, по консистенции такой неплохой вроде бы, да? А сколько он стоит? Я потому что цену не знала. Ну, короче, цену мы вам не скажем. В итоге мы все-таки выяснили, сколько он стоит. 220 рублей, говорит Женя, да? Короче говоря, показала вам все, можно с чистой совестью идти спать. Ездили, покупали редуктора. На воду нужно нам поставить, поменять. У нас они как бы рабочие, но почему-то во всем доме у всех полетели редуктора прям поэтапно, да? На горячей воде, да. Почему-то что-то, ну, видимо, от застройщика не очень качественные стоят. У нас еще, слава богу, не полетел. Мы решили предупредить немножко этот момент. Вот, каждый редуктор нам вышел, один редуктор стоимостью... Сколько? 1500. Один редуктор 1500. Мы взяли пока что 2. Взяли на горячую воду на кухню и на горячую воду в санузел. 2 крана. Да, плюсом к ним мы взяли еще по крану шаровому. Бугатти взяли. Кран стоит... Короче говоря, у нас вся покупка вышла. 2 редуктора, 2 крана. Насколько у нас получилось? 4000. А по пути мы здесь, точнее не мы, Евгений Евгеньевич набрал чебуреков. Сейчас посмотрим, с чем там, я даже не знаю. Побежал из машины прям вперед меня. Быстрее. Лопать чебуреки, хотя они в моей руке. Пока будет на фоне кипеть чайник. Вот такие мы пельмеши взяли по акции. Цезы. По 300 рублей, что ли, они были. Короче, я тут с вами разговариваю, а у меня... Села камера, вот поставила на зарядку, вообще в ноль села. И я не знаю, на чем закончилось, что самое интересное. Я рассказывала вообще вот про этот контейнер, что купили его в ДА за 350 рублей. А теперь давайте распакуем все это. Очень вкусное, очень пахнущее, ароматное. Как это все вкусно пахнет. Чебуречек. А это не чебурек, да? Почему он белым присыпан? А, это с вишней. С вишней, с клубникой. Нет. Нет? Клубника, Вот это просто Что это? Покажи. пончик. А, смотрите, какой пончик. Ты сюда кидаешь. Горячие? А там что? Дай-ка покажу их. Какие они аппетитные, смотрите. Все жареное, жирненькое. О, какой чебурек. А, это с вишней, да? Нет, с клубникой. С клубникой. Смотрите, все какое аппетитное. Есть у нас одно местечко, где выпекают всякие вкусности. Чебуреки по 135 рублей, которые любые, мясные или сырные, да? А вот эти сладости, они по сколько же? По 80. Вон они, чебуречки. А расскажи, с чем ты чебуреки взял? Моцареллы, сулугуни и охотничьи. А охотничьи что там за состав? Ну, не знаю, ветчина вроде с сыром говорили. Ой, смотрите, 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 какая красота. А аромат здесь уже на всю кухню стоит. Вот он в разрезе охотничий. Они прям такие тоненькие, и начинки прям много-много. Вот и наш обед, как оказалось. Вообще Да. пельмени планировали. А какой здесь сулугуни? Почему так думаешь?
еще такие прям снаружи, главное, горячие. Нет, вот тот, который ты ешь, охотничий, он прям кипяток был, а вот эти уже такие. Надо есть как раз в таком меню. Это какой? Сулугуня? Или что это? Что? Моцарелла белая. А, это моцарелла? Вообще я сулугуни хотела. Да? Мгм. Очень вкусный. Прям офигенно. Насвинячили здесь немножко. Ну да ладно. Клубника. Ты сладкий чебурек ела когда-нибудь? Давайте я вам покажу, чем я здесь занимаюсь. Я шинкую капусту, хочу ее потушить. Сколько у меня капусты получилось? Хорошо, как раз, наверное, на целую сковородку у меня и выйдет. Сейчас натру на крупной терке морковку и буду засыпать все в сковороду. Поместилось. Надеюсь, за 10 минуточек примерно сейчас это все осядет. И будем готовить дальше. А я еще между делом помыла ящик, который мы купили для елочных украшений. Он уже высох, так что, возможно, сегодня еще даже и упакую все игрушки. И главное, пасту томатную сегодня покупали, но просто так. Я ее увидела, она уже в районе кассы стояла. На кассе, можно сказать. Проходили, я говорю, слушай, ну давай возьмем, пригодится. И как раз сегодня решила капусту натушить. А здесь, как и предполагалось, объемчик ушел. Сейчас я убавлю температуру, накрою крышкой и минут 10-15 у меня еще постоит под крышкой. Потом добавлю томатную пасту и будем тушить дальше. И водички немножко добавлю и будем тушить дальше. Уже до готовности. И посолю в тот же момент, когда и пасту, наверное, добавлю. Так как томатная паста быстро портится вот в таких жестяных банках в холодильнике, а использовать я ее в ближайшее время не собираюсь, лайфхак. Я ее переложила в формочки для льда, закрою крышкой и уберу в морозилку. Когда она понадобится, ей очень легко будет снова воспользоваться. Мне кажется, уже готово. Ой, какая красота! А как вкусно пахнет! Все, приготовилась наша тушеная капусточка. Я думаю, получилось вкусное, надеюсь. Проезжали тут мимо нашего старого дома, где мы жили. Такая разруха здесь, конечно. И огородили это место все забором. Вон там он заканчивается. Что-то будут, видимо, строить. Даже страшно близко подходить, потому что уже вон все лестницы раздолбаны, разломаны, все сломано. Даже представить как-то невозможно уже, что мы здесь жили. Вот буквально еще даже полгода не прошло, мы здесь жили. Интересно, что здесь построят. Да? Ну да. Ты особо тогда там стекла сверху, Жень. Здесь вот тоже все в забор. Короче говоря, огородили уже полностью территорию. Это значит, что точно будут что-то здесь возводить. Будем наблюдать. Просто интересно, даже большая территория получается. Так, ну что, доехали мы наконец до мясного нашего магазина, где продают домашнее мясо. И взяли немножечко себе, сейчас покажу. Достала лоточек, тоже вам его покажу. Его мы взяли в магазине «Ваш выбор», 330 рублей. Здесь у нас 850 грамм. Это у нас филе грудки. Потому что курица не продается в том мясном магазине, куриное мясо. Вот такой творожный сыр сливочный. Очень-очень-очень нам нравится. На наш взгляд, самое вкусное прям.
И не удержались, все-таки купили булочки. Такие они мягкие, пышные, так как захотелось. Ну пусть будут, ладно, чего уж там. А здесь маленький такой вот лоточек сметанки домашний, 150 рублей. Дальше молочко домашнее, 135 рублей вместе с бутылкой пластиковой хозяйской. И можно приехать со своей бутылочкой, тогда будет 120 рублей. Очень вкусное молоко, это я уже говорила. Что здесь еще? Кусочек сала, 50 рублей, по-моему. Сейчас уже не уточню, но, по-моему, 50 рублей. Куда бы его положить? Что-то здесь потекло немножко. Пока на столешку сюда закину. Так, давайте я, наверное, не буду прямо из пакета мяса доставать, потому что оно подтекает. Суповой наборчик. Смотрите, прям мясные такие косточки хорошие. 150 рублей килограмм стоит. Нет, замечательные, прям классные. Мяса много. И косточки для супа замечательно подойдет. Лопатка на кости. Ну, здесь косточка небольшая. Взяли маленький кусочек. Подойдет тоже в какое-нибудь первое блюдо. И взяли окорок. Окорок. Ну, смотрите, тоже хороший кусочек. Главное, свойское мясо, домашнее. Отлично, мы уже брали. И нам все понравилось. Оно очень вкусное, с магазином, конечно, не сравнится. Совсем другой вкус. Попробовали мы тут сальцо, которое сегодня купили. Оно просто офигенное, да. Очень вкусное. Прям, я такого сала давно не ела. Мягкое, хорошо прям кусается. Шкурка мягкая. Шкурка мягкая, и соли прям вот то, что надо. Класс. И у нас сегодня на обед пельмеши. Вчера мы не стали пельмени есть, ели... А чего мы ели вчера? А, тушеную капусту. Или мы не вчера их покупали? Вчера пельмени? Покупали? Да, пельмени. Вчера. Позавчера. Короче говоря, мы их купили и так и не поели. Вот. Они у нас на сегодня пошли. Тоже очень вкусные пельмени, хорошие. А, ну я показывала, какие мы там брали. Вкусные пельмени, прям классные. Можно прям, если по акции увидите, смело берите. Сало — это просто что-то невероятное. Офигенное. 50 рублей кусочек, вообще ни о чем. Надо еще доехать, взять такого.